Привет, друзья! Сегодня будем варить морилку из гвоздей. Или, как ее в народе называют, стад железа. Вот. Хотя до вчерашнего дня я даже не знал, я написал, предложил сделать морилку из гвоздей. Я даже не знал, что это так называется. В общем, поехали. Все. Дальше. Приветствие нормальное, да? Ну все, нормально. Для приготовления такой морилки нам понадобятся гвозди и обычный столовый уксус. На самом деле любые железные предметы, там гайки какие-то старые, а лучше всего стальная шерсть для шлифовки. Она растворяется в уксусе полностью и очень быстро. Кстати, друзья, если кто-то понимает химию этого процесса, пожалуйста, напишите в комментариях, потому что я не сильно понимаю, как это происходит, почему древесина по-разному реагирует на этот состав, и почему дуб чернеет, почему заболонь у дуба остается белой и так далее. В общем, кто разбирается, пожалуйста, напишите. Далее просто заливаем гвозди уксусом и оставляем на какое-то время, чтобы уксус растворил железо. Чем дольше будет настаиваться раствор, тем более он будет агрессивный и так более насыщенно и быстрее проявлять цвет в древесине. Этот раствор я оставляю и беру тот, который я приготовил еще вчера с вечера. Вот, то же самое, те же самые гвозди, тот же уксус. Вот идут пузырьки, это происходит реакция, железо растворяется. Очень интересно, на этот раствор реагирует сосна. Она как будто выглядит состаренной, будто бы пролежала под дождем и солнцем несколько лет. Вот это вообще по сути и есть такой вот состав для состаривания древесины. Вот, но не вся древесина реагирует одинаково. Очень интересно, разумеется, интереснее всего реагирует дуб. Дуб становится как мореный дуб. Вот, буквально, то есть если на раствор очень такой насыщенный, когда долго гвозди пролежали в растворе, то дуб просто проявляется как фотография в проявке, то есть мгновенно чернеет. Вот даже сейчас он сразу потемнел, но так как раствор очень свежий, вот, надо дать постоять ему. У меня не нашлось дубовой доски с заболонью, чтобы продемонстрировать контраст, вот, что ядро древесины чернеет, а заболонь остается совершенно белой. Так, все вот высохло, дуб как-то вот посинел, сосна стала серенькой, другая доска дубовая тоже вот так вот серенькая. А мне вот тут с краю показалось, что это заболонь, думал, что останется белым, но как-то не очень видно. Вот. Ну а теперь все это покроем маслом, посмотрим на финальный результат. Масло, кстати, это то, которое мы уже готовили в видео. По подсказке можете перейти, посмотреть его. Вот. После нанесения вот видно, что синева это ушла, и дуб просто стал черным, обычным мореным дубом. Сейчас мы рассмотрели только реакцию на дубе и на сосне. Но на самом деле любая древесина как-то реагирует на этот раствор. Какая-то древесина становится какой-то коричневой, какая-то серая просто остается, какая-то вообще слабо реагирует. Поэтому у кого есть какой опыт, пожалуйста, пишите в комментариях, делитесь. Интересно. А еще, кстати, очень интересный вопрос такой. Кто знает вообще, как черный граб получают? Потому что вот попалась мне в руки такая заготовка из черного граба. Пах он уксусом. Мне показалось, что это тоже такой какой-то вот отстат железа. Но пока я пробовал этот раствор на грабе, граб просто становится такой бледно-серый и не чернеет. Поэтому, кто знает, пожалуйста, напишите, если это уж не такой секрет большой. На этом все. Если о чем-то забыл рассказать, спрашивайте в комментариях. Будем разбираться. Всем спасибо. Пока.